Здравствуйте, здесь Игорь, и сегодня про Acid Bass, он же резонансный, он же кислотный. Потребуется всего один осциллятор. Традиционно кислота ассоциируется с пилой. Но если использовать прямоугольную волну с минимальной шириной импульса, выйдет лучше. Осциллятор-фильтр. Подойдет любой лоу-пасс 12 дБ на октаву. И усилитель. Генераторы, огибающие от поливокса, отказываются нормально работать с чем-либо, кроме модулей поливокса, поэтому я подключаю их через мультиплексор в качестве буфера. Для огибающей нужен только дикей и немного атаки, чтобы не щелкало в начале. Но если в секвенции будут длинные ноты, можно добавить систейна. Дикей у фильтра должен быть немного длиннее. Уменьшаю катов и увеличиваю резонанс. То, что нужно. Теперь дисторшн. Почти на максимум. Заманчиво. Я набил нехитрую секвенцию. Звучит немного плоско. Хочется акцентировать пару нот. Keystep умеет выводить velocity через выход модуляции. В MIDI контроль-центр нужно расставить акценты. Здесь здесь и здесь. И поменять источник Mod-CV в настройках. Добавляю второй усилитель. Напряжение, соответствующее velocity, на CV вход. Немного объема. Если у вас есть длинный LFO, можно оживить картину, добавив модуляции на катов или резонанс. Получилось. Нарисовал для вас схему. И сделал демо с дилеем и барабанами. Злоупотребление кислотным басом может привести к навязчивой идее накопить на TB с Rio 3. Берегите себя.